Зайцы в этом месте все поистоптали. Тропы. Вот тропа идет прямо по моей тропе. Морозы натоптали. А морозы хорошо бегают. Греются. Самые сильные морозы это зайцы закапываются в снегу. В ямах лежат. Вот такие градусов 30. Они уже начинают бегать. Соболька опять нашел на путике. Любят они меня. На путике ко мне сбегаются. Летяга. Нахезала. Приманку надо заметить. Вон даже в капкан умудрился нагадить. Приманку заменил. Белку повесил. Думаю, что там пулька ложит на путике прямо. Думаю, может, приманку содрала и ложит. Там рябчик. Вот самочка. Замерзла, что ли? Вот она как сидела, видимо. Так и замерзла. Странно. 30 градусов. Нельзя. Понимаю, что твоя добыча, но это будет вам... Нельзя! Это будет вам в кашу. Дополнение. Сюрприз. Подарочек вам, который ты сама нашла. Рябчик вот приземлился на дорогу. Пошел, 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 пошел. Спорхнул сюда. Добрался. И вот здесь, в таких местах, они выискивают камешки на дороге. Вот где бульдозером нагребли. Камешки эти, так называемые гастролиты, помогают в пищеварении. Вот, у рябчиков, глухарей, тетеревов, ну, у куриных, короче. Помогают переваривать жесткую зимнюю пищу в виде почек, хвои. И вот они осенью перед снегом уже набирают в зоб этих камней, в зобу у них. Завершая путик. Сейчас вот здесь 9 капканов до избушки. Вниз по распадку. По оленям следам иду. Бельчонка попалась. Олени по путику шли. А там напротив за распадком вырубили лесосеку. Теперь все лысо там. Там вот я в сентябре лося стрелял. Сегодня пораньше пришел короткий путик, 6 километров. Проверил. Сейчас сколько времени? 13:50. Даже не обедал и чаю не пил. Вот пришел в избушку, разогрел. Ошейник только снял с пульки. Зашел, что-то тут ошейник на зарядку поставил. Пока тут шель-шевель, слышу, заверещало. Все, выскочил. Она уже в капкане сидит, который учитель года.
Ну все, короче, отцепил ее. Напугалась. Ушла к себе там в это, в конуру в эту. Лежит там. Отдыхает. Ну не знаю, насколько на нее подействует это. Она же вот прямо перед избушкой тут. Второй капкан от избушки. Ну, уже предпоследний. Я уже сейчас шел, проверял. Вот опять. Там самый нижний капкан такой, ну, ниже всех. Лапами встала на этот, на валежину. И все, и содрала там. Перья глухаринные были, шкура. И все, и после этого она ушла куда-то на круг. Что он там? А по волчьему следу пошла. Старый волчий след, который я вчера видел. На другом путике. Но он рядышком получается вот так вот. Этот путик в эту сторону идет, а тот ну, под 90 градусов. Вот этот след, он пересекает оба путика. Волчий след. Один и тот же. И она почему-то по этому следу в Пету пошла. Че, зачем, непонятно. Я думаю, может, по Соболю пошла. Гляжу по навигации 200-300 метров уже ушла в сторону. Думаю, по Соболю, наверное. А потом подошел, когда смотрю, она по волчьему следу ушла. Специально подождал, вот не доходя до избушки на последнем капкане. Ну, думаю, сейчас она на другой путик выйдет, и гляжу, что она идет к избушке. Подождал, думаю, попадется, не попадется она, вот этот учитель. Нет, она мимо прошла. Я пришел, вот шейник отстегнул, только в избушку зашел, и она тут влетела в капкан вот этот. Вот прямо тянет ее к этим, к беличьей приманке. Хлебом не корми, вот только мороженую белую. Но она привыкла уже. Вот нынче она вообще как сдурела по капканам. Приманку эту сдирает. Вот не только беличьи приманки. Вот сейчас вот глухаринное перья содрала. Хотя каждый день им, ладно, не кормил бы, как некоторые не кормят вообще. Что нашли, то и съели. Вроде как лучше ищут они тогда. Так они что найдут-то вот сейчас? Лось не стоит под собаками. А больше чего они могут найти, кроме как приманка в капканах. Ладно. Пока суп не остыл, надо пообедать. Вот у них борьба за место, за козырное. Ближе к выходу, то есть ближе к двери избушки. Пулька там сейчас лежит. А он старается все время тоже это занять место. Пулька уже раньше заняла это место, и вот он сейчас лежит, ее выкуривает терпеливо. Она будет рычать, но тем не менее, в конце концов, он ее выдавит вглубь туда, вглубь навеса этого. Путик идет. В прошлый раз показывал, что здесь олени часто останавливаются, копытят. Вот они, северные олени, тут ягель добывают. Соболек пришел ко мне на путик. О, какой котик. Думал, совсем промерз ручей. Но нет. Пробила брешь. Вода вышла через дырку.
А я уж хотел хоть льда набрать. Ну ладно, теперь вода есть. Снегом закидал прорубь. Она так лучше, меньше замерзает. Проще потом долбить. Это не чистый лед долбить. Снег проще, но и она медленнее промерзает. Снег. Он рыхлее, структура сама. Ну хотя за месяц или за сколько там получится. До следующей проверки тут наверняка уже ручей до конца замерзнет. Раньше я как делал? Еще пакеты набирал. Нормальные пакеты такие плотные. Туда вот это, пока вода есть, воду наливал в пакеты и оставлял здесь возле ручья. И это потом зимой, когда приезжал, ну, чтобы не долбить каждый раз, лед этот долбить тоже занятие не из легких. Берешь пакет, сразу несешь к избушке, а там его уже раздолбил на куски. Это намного проще получается, чем выдалбливать лед. Пришел в старую избушку. Каша собакам еще с прошлого раза есть. Чайник залил сейчас. Поставлю. Зима полным ходом. Вон сколько снега уже на чурке. Снег почистил. Пока в избушке нагревается, печка топится, надо картошки пожарить. Еще не успел даже раздеться. В избушке еще прохладно. И сверху-то можно уже снимать. Сверху уже тепло. Внизу пока еще пятки примерзают. Картошки много осталось в этот раз. Завтра уже домой выезжаю, поэтому можно пожарить. Все равно надо что-то... Банки можно было открыть, но кашу какую-нибудь, ну это... Решил лучше картошки пожарить. Кашу маслом не испортишь. Нарезал большую луковицу, колбасы. Сейчас это все поджарится. Потом заброшу картошку. Вот такое будет блюдо. Тут еще отогревается лечо. Поближе к печке. На нарах поставил. Там вот печка. Думаю, должна успеть отойти к ужину. Промороженная насквозь. Все. Ужин готов. Она полувареная, правда, не совсем жареная, потому что сковородка такая. Это почти оттаяло, но уже в банке крутится. Отковырять можно. Первый раз в этом году лыжи одел. Сейчас только ветер в ушах засвистит. Фарту неудобно на них будет. Ну, последует идти. След уплотненный. Будет себе тропу натаптывать отдельно. Так он шел след в след по моим следам. Сейчас этот номер уже не пройдет. Надо будет свою тропу топтать. Настораживаю новый путик. Ну как новый? Старый путик, который я уже года 3, наверное, не настораживал. Тут, гляжу, уже понаваляло. Придется искать сейчас. В этом месте идет вон затесочки. Видно. Но в основном наваляло. Третий капкан
разбежек сломала вот этими вот валежинами. Кроме этого, еще вот здесь вот березина. Пень упал. Сидит себе прямо над путиком. Белка опять облаивает. Пойдем, Фарт, пойдем. Пойдем. Не нужна она нам. Далеко тем более. Сидела бы прямо передо мной. Туда еще лезть. На лыжах сейчас. Она вот в этот капкан, наверное, все равно залезет. Ну все. Добрался до машины. Уже почти прогрелась. Уезжаю и поехал домой. На неопределенное время. Капканы заряжены. Пускай ловят. А мы поедем домой. Всем пока.